Всем привет! Мы заметили, что нашу передачу сравнивают с программой «Орел и решка», но это не так. Если сейчас выпадет орел, то мы летим в Павлодар, а если решка, то в Барселону. Yes, Павлодар! Добро пожаловать в один из самых моих любимых городов в Казахстане, в Павлодар. Будьте уверены, что первое место, куда вас повезет любой павлодарец, это городская набережная Иртыша. Набережная Иртыша является самым любимым местом жителей этого города. В этом месте открывается шикарный вид на реку. На набережной каждый может найти свое увлечение, от рыбалки до пляжного футбола. Но особенно павлодарцы любят после рабочего дня прогуливаться по набережной и созерцать течение Великой реки, которая начинает свои истоки в Китае и уходит далеко в Россию. Удивительно, сейчас понедельник, 12 часов дня, и на набережной практически ни души. Такое ощущение, что павлодарцы работают. Молодцы. Павлодар мне напоминает пчелиный улей, где каждый знает свое дело. В этом городе проживает более 330 тысяч человек, и все чем-то заняты. Но серьезно, вы хоть раз в жизни встречали павлодарца, который просыпается позже 11 утра? Был один, и то уехал в Москву. Скриптонит зовут. Скажите, какая у вас возникает мысль, когда вы видите такую стаю голубей? Только одна. Да, причина номер один – набережная Иртыша. Место, где на душе становится спокойно, тепло и уютно. В Павлодаре очень много можно встретить вот таких зданий, которым более 100 лет. Здесь можно снимать какое-нибудь старославянское кино. Изюминкой Павлодара, несомненно, является старый город. Так и рвется душа петь да плясать под гармонь любимую. Эх, только березок не хватает. Клавдия Афанасьевна, поручик прибыл. Вторая причина сорваться в Павлодар – это оригинальная по своей архитектуре мечеть имени Машера Жусупа Купеева. Центральная мечеть Павлодара действительно является визитной карточкой города. Она была построена в 2001 году. Нигде в Казахстане вы не встретите такого футуристического дизайна религиозного храма. Архитектурно мечеть похожа на распахнутое сердце, открытое для мира и добра. В основном молельном зале нет углов, и она напоминает вытянутую в небо казахскую юрту. Очень хочется верить, что прихожане этой мечети исповедуют ислам только в целях духовного развития и созидания добра. Третья причина сорваться в Павлодар – это речной вокзал. Я очень надеюсь, что мы успели к закрытию сезона, но очень подозрительно, что никого нет. Ой, блин. Закрыто. Как жаль. Мы опоздали всего лишь на 16 дней. Имейте в виду, сезон речного вокзала работает до 1 октября. Поверьте мне, поплавать на Иртыше на таком пароме – это
большое удовольствие. И будете в Павлодаре, обязательно воспользуйтесь этим аттракционом. Это очень красиво, это очень романтично и это очень по-павлодарски. Хулиганить. Речной вокзал работает с весны до середины осени и является одной из главных достопримечательностей города. Можете быть уверены, что часовая прогулка на теплоходе по Иртышу оставит очень приятное впечатление от этого милого города. Я уверен, что немало пар было создано именно в этом прелестном месте. К сожалению, в самом Павлодаре причины закончились, поэтому отправляемся за 200 километров от города по Павлодарской области в поисках оставшихся 4 причин. Один из красивейших уголков нашей страны – Баянаул. Именно отсюда вышли многие величайшие люди нашей страны. Академик Ханыш Сатпаев, режиссер Шакен Айманов, Акын Бухар Жырау, поэт-демократ Султан Махмуд Турайгыров и другие. Баянаульский государственный национальный природный парк – это жемчужина Павлодарской области, которая удивительна по своей красоте и аутентичности. Баянаульские горы – это оазис в степи Сарыарки площадью 68 тысяч гектар, что является чуть больше половины площади Бурабайского национального парка. На территории парка расположены 4 крупных пресноводных озера. Все они по-своему красивы, но одно из них выделяется невероятным ландшафтом. Четвертая причина сорваться в Павлодар – это чистейшее озеро Жасыбай. А чистейшее оно потому, что пополняется подводными источниками. По сути, это большой родник, максимальная глубина которого 15 метров. В некоторых источниках это озеро признается как самое чистое в Казахстане. И с этим сложно не согласиться. Я уверяю вас, если в летние дни вы войдете в озеро ранним утром, то, стоя по грудь в воде, вы будете видеть пальцы ваших ног. Озеро называется в честь Жасыбай-Батыра, возглавлявший в 1752 году отряд воинов, встретивший первых нашествия джунгаров и обративший их в бегство. Из-за подводных холодных родников летом озеро прохладное, но в жаркие дни температура идеальная для купания. В детстве практически каждое лето я приезжал сюда отдыхать. И как сейчас помню, вот здесь продавали кукурузу. Здесь был лодочник с катамаранами, лодками. А вот здесь женщина лежала, курила и окурки в песок закапывала. Эх, ностальджи. Озеро Жасыбай имеет около 5 песчаных пляжей и 1 остров. Его местные называют «островом любви». В сезон десятки катамаранов и лодок причаливают к острову, и влюбленные проводят незабываемые часы своей жизни. С тех пор, как я был здесь последний раз, здесь выстроили вот это здание, которое загораживает весь вид на озеро. Вот о чем думал архитектор этого места, я не понимаю. Ну как можно было вот эту коробку построить здесь, а? В таком прекрасном месте. Ой, дизайн деген понятие жоқ. С этим краем у меня связаны особые глубокие чувства, уходящие в раннее детство. 1990 год. Советский Союз. Мне 5 лет, мы с Аташкой и Апашкой едем на туристическом автобусе. Много новых людей, долгий путь. И вот впервые я увидел в своей жизни горы. Это были самые яркие эмоциональные вспышки начала моей осознанной жизни. Меня переполняли эмоции через край. Я будто очутился на другой планете. Планете лесов, невероятных скал и фантастических пейзажей. А
А это место является настолько атмосферным, что в нем ты чувствуешь себя, как будто находишься в какой-то сказке или в фильме фэнтези. Ощущение, что где-то рядом снимали фильм «Властелин колец». Ущелье ведьм – это место, которое нельзя пропустить. Вы обязаны это увидеть. В теплое время года повсюду растут папоротники, и ощущение, что вы находитесь где-то в субтропиках. Да что говорить, это просто надо видеть. Надеюсь, вы смотрите этот выпуск в разрешении 4К. То, что мы видим сейчас, не идет в сравнение с тем, что можно увидеть здесь летом. Летом здесь обрастает настолько густой зеленью, что чувствуешь себя, как будто ты в джунглях. Но осенью здесь особенная своя атмосфера. santufei.com. Ваша личная авиакасса. Одна из причин, почему я всегда покупаю авиабилеты на сайте santufei.com, это регулярные акции от авиакомпаний Air Astana, SCAT и Kazakh Air. Запомнили? Возвращаемся в Баянаул. Скальный рельеф Баянаульских гор создает волшебные формы, отчетливо похожих на персонажей. Тут тебе и кабан, гладиатор в шлеме, гора Булка, или как ее называют, мамонт, голова гориллы, кобра, бегемот, шахматный конь, крокодил. Но есть и пикантные камни. В одном из прошлых выпусков я вам показывал место, где можно сделать идеальное предложение руки и сердца. Но в Баянаульском национальном парке есть скала, рядом с которой делать это немного неэтично. Саймантас. Местные старожилы говорят, что если у вас есть проблемы с мужской силой, то вам необходимо дотронуться до этого камня. А если нет проблем, то для профилактики тоже не помешает. Алло, Снежана, вечером какие планы? Анжелу тоже захвати. Ага. А это место отличается особой энергетикой. Пещера Комар-Аулие. Эта пещера словно машина времени, отправляющая нас на несколько тысячелетий в прошлое. Шестая причина сорваться в Павлодар – святая пещера Комар-Аулие. Существует легенда, что именно сюда причалил свой ковчег пророк Ной и жил со своей семьей какое-то время. Кем бы он ни был, тут явно кто-то проживал. И тому доказательство – въевшаяся тысячелетняя сажа в стены пещеры. В самом конце пещеры находится источник, который, как говорят местные старожилы, является лечебной и святой. Если помазать этой водой место, которое у вас болит, оно обязательно заживет. Но, судя по виду этой воды, хочется верить, что ты абсолютно здоров. В пещере Комар-Аулие находится второй уровень. Если следовать логике, то именно там Ной ночевал. В этот момент мы не могли себе представить, что нас ждет под конец нашего путешествия. Седьмая причина окутана всяческими мистическими легендами и историями. И мы стали очередной жертвой влияния паранормальной энергетики этой скалы. Она как будто не хотела сниматься и не подпускала нас к себе. Вдруг поднялся сильный ветер и пошел дождь. Мы пытались защитить от влаги объектив камеры, но все было тщетно. Да что говорить, даже я на время не мог сконцентрироваться на съемочном процессе. Седьмая причина. Седьмая причина. Седьмая причина. Седьмая причина, 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 скала Кем... Что такое? Но позже наш гид Кайрага сказал, что перед съемками нам нужно отдать дань уважения скале и поприветствовать ее. Как только мы это сделали, произошли невероятные вещи. Нормально, нету уже капель. Дождь
моментально закончился. Совпадение? Не думаю. 7-я причина – скала Кемпертас. В переводе с казахского означает «скала Бабайги». Это место является одним из самых популярных туристических объектов Баянаульского национального парка. Но как можно поверить в то, что это гигантский камень нерукотворный? Удивительно, как точно природа воссоздала сказочный персонаж. Пожалуй, это было самое мистическое путешествие за все время нашего проекта. Остается догадываться и ждать, какие сюрпризы еще приготовила для нас наша природа. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему Павлодар – один из тех городов, которые я по-особенному люблю. А как его любят сами павлодарцы, может стать примером для любого жителя нашей необъятной страны. Они настолько любят свой город, что каждый минус могут обратить в плюс. Например, вы скажете «он небольшой», они ответят «нет, он компактный». Вы подметите «здесь холодно зимой». «Нет, не холодно», скажут они, «а очень свежо». А павлодарская Швейцария Баянаул займет свое место в вашем сердце. Посетив Баянаул, вы станете человеком, понимающим всю прелесть природы. К примеру, это мой партнер по проекту Асхат, и он впервые оказался в Баянауле. И несмотря на непогоду, он не может сдержать своих эмоций. И так будет с каждым, кто окажется в этом удивительном крае в центральном Казахстане. К сожалению, инфраструктура курорта Жасыбай не развита на должном уровне. Но если вы надумаете приехать сюда летом, то я вам рекомендую проверенный клуб семейного отдыха Ельхонос. Кто останавливался там, подтвердят мои рекомендации. Мы верим, что наш проект открывает вам новые места Казахстана и станет одним из катализаторов развития внутреннего туризма. Но этого мы быстрее добьемся, если вы подпишетесь на наш канал в YouTube Alki@Tech и на наш Instagram-аккаунт. Без вашего лайка нам точно не обойтись. А сейчас потрясающая новость для всех девушек. Проект «7 причин сорваться в» объявляет кастинг на соведущую нашего шоу. Для того, чтобы стать участницей кастинга, необходимо записать видео, в котором нужно рассказать 7 причин, почему мы должны выбрать именно тебя. Выложить это видео у себя на странице в Instagram, отметить наш аккаунт Alki@Tech, поставить хэштег «7 причин выбрать меня» и ждать сообщения в директ. Самая талантливая, обаятельная, харизматичная девушка станет частью нашего проекта. А еще, у нас нет ничего общего с проектом «Орел и Решка». Мы нечто большее.